Привет всем! Вы на канале Вязания, я Светлана. Сегодня продолжаем вязать вот такой джемпер. Я вяжу на внука на 4 года. И будем продолжать, как это, толстовка с капюшоном будет. Сегодня будем вязать капюшон. Вяжем капюшон. По краю горловины набираем петли. Набираю петли вот таким образом. Вытаскиваю. Если у вас плохо будет вытаскиваться петля, можно крючком доставать, а потом уже на спицы одевать. И так проходим по всей длине горловины. Так, вот я набрала все петли. Вот, со спинки, спереда. И у меня получилось 60 петель. Теперь я вяжу этими же нитками, капюшон будет этими же нитками белыми. Теперь я вяжу расчет дам, как я рассчитываю вязание капюшона. Теперь сейчас провяжу изнаночный ряд, то есть изнаночными петельками. Вяжем по кругу. Отмечаем начало вязания. Я вот ставлю маркер. У нас будет начало вязания. Так, я вот правую часть провязала. Сейчас я вам покажу на левой части, как это делается. Расчеты все дам на экран. Так, для начала мы должны измерить окружность головы ребенка. Я измерила, у меня 50 сантиметров. И также я измерила от плеча отсюда и по головке вот так вверх до следующего плеча, какой мне надо высоты капюшончик. У меня получилось 56 сантиметров. Так, это те, которые нужны нам мерки. Теперь начинаем. Вот смотрите, у нас здесь при вязании, видите, тут вы так как бы головинка, да? Мы теперь должны, вот вырез, да? Мы должны на эту часть сделать вот такой подъем. Тут видно. У меня получилось, я измерила от плеча до самой нижней точки вот горловины, да, где вырез. У меня получилось 6 сантиметров. 6 сантиметров это у меня дало 14 рядов. Теперь эти 14 рядов я должна провязать укороченными рядами и просчитать, сколько в каждом ряду добавить петель, чтобы выйти до вот плечо, до плечевого шва с каждой стороны. У меня получилось, что до плечевого шва, чтобы я вышла, у меня получилось 14 рядов. Так, и теперь я посчитала, у меня здесь, вот тут просто посчитайте, сколько здесь петель. У меня получилось 23 петельки. А всего у меня здесь я набирала, получилось до плеча 23 и сзади 25. Всего у меня здесь 71 петля.
И у меня вышло так, что дам тоже на экран эти расчеты. Разделим на первый, второй ряд, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, 11, 12, 13, 14. У меня получилось, что в первом ряду я 4 петли оставляю, и в последнем 13, 14 тоже 4, а между ними во всех рядах по 3 петли. Что это значит? Это значит, что мы будем каждый раз после каждого нечетного ряда, потом будем добавлять по первый, второй 4 петли мы провяжем, потом идем 3, 4 и еще 3 петли добавим, это у нас уже получится 7 петель, потом 5, 6 еще 3, это получится уже 10 петель, и вот так будем добавлять. В итоге у нас получится, что мы выйдем вот сюда, как я сюда вышла, у меня вышло 23 петельки. Так, я предварительно рассказала, специально я провязала одну часть, чтобы было видно, о чем я говорю. И теперь я хочу сказать, что вяжем мы капюшончик полностью изнаночной гладью. Тут вот лицевая, здесь идет у меня изнаночная, и здесь изнаночная. А вот где вот планочка по краю у меня идет лицевая гладь, так? То есть на лицевой стороне лицевые петельки, на изнаночной изнаночная, а изнаночная гладь наоборот, на лицевой изнаночная, а на изнаночной лицевые петельки. Для чего я это делаю? Смотрите, потом я вот так подверну таким образом, и у меня будет вставляться сюда шнурочек. Так, я здесь добавила, у меня 71 петля была, а добавила сюда для подгиба еще 6 петель, так? Добавляла, я вам сейчас покажу, очень легко, вот таким способом. Он так, раз, два, три, таким образом. Так, и в итоге у меня уже здесь по всем спицы с одной стороны уже получилось на 6 петель больше. То есть у меня получается, тут я 6 добавила, и тут сейчас еще тоже 6 добавлю. 71 петля была, плюс 6 и 6, 12, получится 83 петельки. Будет всего. Так. Когда я набрала петли, после этого я напоминаю, когда петли набрала, я набирала петли, синие нитки, потом я провязала изнаночный ряд изнаночными петельками, провязала тоже синими, затем один ряд я провязала белыми, уже перешла на белые нитки и провязала лицевыми. Следующие 2 ряда я провязала изнаночной гладью, и потом уже вот мы тут вязали по кругу, и потом уже я уже пошла, будем сейчас вязать поворотными рядами. Мы распределили петли, как я вам даю на экран, да, и здесь вяжем укороченными рядами, с этой стороны точно так. Так, вроде бы я вам все так рассказала. И теперь переходим к вязанию. Так, сейчас я до левой стороны дойду. Тут я уже провязала. То есть я сейчас провяжу изнаночные петельки. Так, это на планке, а потом тут на изнаночной стороне лицевые пойдут. Аналогично я вам сейчас покажу, как вязать левую сторону. Аналогично, как я уже провязала, будете вязать правую. Так, начинаем вязать левую часть такого подъема
для капюшона внизу возле горловины. Так, мы правую я связала, показываю на ней. Мы должны теперь вот такой для планки, для подворота добавить 6 петель, как и здесь, да? Я вам показываю, как я добавляю. Вяжем спицами 3,5 и поворотными рядами сейчас. Так, я добавляю 6 петель так. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот у нас 6 петелек прибавилось. Теперь поворачиваем. И теперь их будем провязывать. Планочка идет 6 петель, и следующие 4 петли, вот как здесь, всего 10 петель, мы будем вязать лицевой гладью. То есть на лице будем вязать лицевые петельки, а на изнанке изнаночные. Так, провязываем. Сейчас я поправлю. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Это будет подворот у нас. Так, 6 провязали. Теперь дальше идет 7, 8, 9, 10. Всего 10 петель. 6 те, которые добавили, и 4 петли мы уже, которые были провязаны. Так. Ну а дальше вяжем, как и здесь, изнаночной гладью. То есть на лице, как я говорила, изнаночные петельки, а на изнанке лицевые. Итак, делаем прибавление капюшона. Я делаю их 3 приема. Получается по краям, вот с этого края через 4 петли я прибавляю, а остальные через 8 петель. А уже с правого края, и не доходя 3 петли, тоже прибавляю. То есть 8 прибавлений. Мы делаем 2 раза по 8 петель прибавления и 1 раз 5 петель прибавляем. Получается, что в итоге в течение 6 рядов, которые мы провяжем, мы прибавим 21 петельку. Так, я вот 6 ряд провязала прибавление петелек. Теперь посмотрите, вот в этих местах мы делали прибавление. Вот оно еле заметно, когда после ВТО вообще не будет заметно. Так, теперь мы будем провязывать. Это у нас уже на спицах 104 петельки. Теперь мы будем вязать где-то 15 сантиметров, а потом будем немножко скос делать вот так, так, а потом уже прямо сшивать. Все, вяжем теперь вверх 15 сантиметров, а потом встретимся. Получается довольно симпатично, красиво. Вообще хороший получается джемперок, он как худи. Толстовка называют еще. Так, все. На этом все. До новых встреч. Подписывайтесь, пишите комментарии. Продолжим на следующем уроке. До свидания.